Ассаламу алейкум, комбатты достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на канале. Друзья, ну что, вот я добрался до ютуба, чтобы сделать реакцию. Уже многие реакционеры сделали, конечно же. Ну, ввиду времени, конечно же, ввиду нехватки времени. Делаем вот на 4-й или 5-й день. Прекрасно выступил Димаш, потому что краем уха слушал это выступление. Как обычно, то, что мы говорим, Димаша, Китай, какое-либо важное музыкальное событие происходит, Димаша зовут. И в этот раз Димаша позвали на шанхайский, не знаю какой фестиваль, музыкальный, кинофестиваль, еще что-то. Где-то мельком читаешь, ну, не запоминается. Поэтому опять в качестве уважаемого гостя позвали Димаша. И давайте слушать и наслаждаться его пением. Какой резкий переход. Друзья, ну я почитал об этом произведении. И Димаш тут поет на 3 языках. И это действительно так. Начинает он на французском, продолжает на английском. То, что мы сейчас видим, да, резкий такой переход из одной музыкальной тональности в другую. И посмотрите начало Димаша, да, бархатный баритон, действительно бархатный, такой приятный, шелковый. Слушаешь его и растворяешься, действительно улетаешь в космос. Вот какой завораживающий голос у Димаша. Посмотрите, и после одного куплета переходит в другой куплет уже в тенор, чистый мужской, да, средний голос. И вот наблюдаем с вами вот такой переход музыкальный, перевертыш, да, можно так сказать. Давайте слушаем дальше. Друзья, хотел, ну, извините, конечно, за остановку, но в любом случае, я думаю, надо останавливать, потому что это, конечно же, авторские права тут есть. И может у меня и забракуют видео. Я просто хотел сказать, вот сейчас, в данный момент, перед выходом наверх, да, Димаш пел уже не баритоном, а басом. Баритон это, может, многие не знают, я объясню. Баритон это средний голос между самым низким басом и средним мужским тенором, то есть баритон вот посередине между ними стоит. То есть если баритон был такой бархатный, да, баритон, бархатный. Что-то где-то мне такой этот акцент напоминает что-то. И вот сейчас именно перед выходом наверх, то есть перед микстом, да, высоким голосом, высоким звучанием, Димаш именно спел басом, еще ниже баритона. Вот волшебство голоса Димаша. Он может петь в любой тональности, в любой высоте. Это не проблема. Недаром, да, слышишь слова человек-оркестр, я не знаю. Я для себя называю его человек-квартет, да, 4 в одном. То есть бас, баритон, тенор, фальцет, что там еще есть. Даже можно квинтет сказать. Давайте. Друзья, а вот просто хотел сказать, что вот эти мелькающие кадры с самого начала, это истории любви разных людей, знаменитых, простых. И знаете, именно в купе с пением, да, с коллаборацией пения, клипом на экране, вот этот, оно все смешивается, и такая гамма эмоций получается, чувств, да, от которых прям хочет так и брызнуть слеза, да, слеза от счастья, что есть такое чувство, любовь. В принципе, человек, все люди, живущие на этой планете, именно живут, творят, создают благодаря этому чувству любви. Иначе, если бы не было любви, то не было бы смысла жизни в нашей. Хотел сказать об этом. Давайте дальше. Действительно, аплодисменты, овации. Это прекрасно. Фух, то, что делает Димаш,
это высший пилотаж. О, сразу, да, кусочек получился. Стихотворение, рифма. Друзья, вот о чем мы говорим, что кто-то сомневается в уровне, в уровне, да, я не знаю, в престиже, в статусе именно авторитета Димаша, популярности. Вот вам, пожалуйста, то, что я говорю постоянно. Какое-либо музыкальное событие, кинофестиваль, еще что-то в Китае, обязательно приглашают Димаша. Потому что еще одно важное момент, деталь важная. Потому что сам президент Китая Цзин Цзиньпинь поклонник Димаша. Вы все прекрасно знаете. Если кто-то не знает, вот он сейчас узнал. Димаш об этом говорил на каком-то, недавно я видел, как сейчас видео мост, и аудитория была, и Димаш отвечал на эти вопросы, рассказывал про свой путь в этом Китае. И, в общем, там вот он говорил о президенте Китая, что лично встречался с ним, и президент выражал свою симпатию к творчеству Димаша Кудайбергена. Поэтому вот такие моменты, ну, друзья, вот приглашают Димаша, и смотрите, и Китай именно знает, какую композицию выбрать, да, и предоставить ее Димашу, чтобы он исполнил ее. Я не знаю, это так или не так, или же Димаш сам выбирает. Наверное, все-таки ему предлагают, рекомендуют, а он уже соглашается. То есть учить ее за короткий промежуток времени. Это мы все знаем прекрасно. У Димаша талант, человек талантлив во всем, да, талантливый. Поэтому день-два и все, он уже начинает исполнять. Это мы все прекрасно знаем. Друзья, ну вот такая была реакция моя на это очередное шедевральное исполнение Димашем. Я другого слова не найду. Это было потрясающе. Было на 3 языках. Я не успел, по-моему, концовка, да, на китайском была. То есть начало было на французском, английском, китайском. У меня слов нету. Вы сами все слышали, видели, дорогие друзья. Остается только ждать очередных шедевральных творческих шагов Димаша. На этом все сегодня. Салбонгдар, Курскенче.